В этом видео посмотрим на десятку Пан Америки. Встречайте, это новая Спарта. Отдаленно напоминает британский Ютланд. Фишки все те же: мощные бронебойные снаряды, боевые инструкции и отличная ремонтная команда. Брони какой-то особенной для эсминца здесь нет. Прочность 24350, но благодаря хилкам убить этот эсминец достаточно сложно. Вооружение новой Спарты — это 3 спаренные башни калибром 113 мм. С ростом уровня у вас упал калибр, было 127. Также чуть-чуть просел урон и перезарядка. Однако общее количество орудий больше. Было 5, стало 6. Перезарядка быстрая, 2,9 секунды. Поворот также на 180 хороший. Рассеяние 118 метров. Напоминаю, что ТТХ у этого эсминца динамические. И во время боя они будут меняться с поражением боевых инструкций. Максимально вы потеряете 30% дальности стрельбы орудий, но увеличится урон на 40% ваших ББшек. Базовая дальность стрельбы с перком 15,6 км. Рабочая будет 12-13. И на эту дистанцию он уверенно попадает за счет хорошей баллистики. Базовый урон ББшки 2300. Рабочий свыше 3000. А в этом бою под конец мы получим 5000 урона с ББшки в Цитадель. ББшки очень читерные, так как они обладают льготными углами, и у них быстрый взрыватель, порог срабатывания об 12 мм. Соответственно, корпуса эсминцев мы пробиваем, и снаряды взводятся. Новая Спарта опасна по линкорам, хорошо бьет белый урон, и также по эсминцам, и по крейсерам. А легким крейсерам мы можем доставать с Дейли, но не так уверенно, как девятка. Все-таки ваши противники по бронированию и калибр ваш меньше. Но зайти в борт Смоленску и инцеделить панамериканец, конечно, может. На одних ББшках вы будете набивать хороший урон, но помните, что они контрятся, если противник поставит на вас нос либо корму. Переходим к торпедам. Они ухудшились по сравнению с предшественником, так как у вас всего лишь один веер на 3 штуки. У девятки было 5. Дальность хода в базе 12 км. При прожатии всех инструкций вы потеряете 30% дальности, и дистанция будет около 8. Но урон увеличится на 40. Стоковый 11683. В максималке будет около 17 тысяч. Скорость торпед 73 узла заметится на целых 0,4 км, и перезарядка быстрая 65 секунд. Торпед здесь крайне второстепенный, ведь даже 3 штук вам просто не хватит для уничтожения противника в упор. И линкоры могут вас смело зачастую давить. Ну, конечно, здесь есть ускорение перезарядки торпед, но 6 тоже торпед не так и много. ПВО оценили в 65, дальность стрельбы 5,8. Отбиться самостоятельно от авика вы не сможете, но это эсминец, он достаточно маневренный, маленький, плюс из хилки, я особо от авика не страдал. Тем более можно вовремя выключать и включать ПВО. Максимальная скорость хода хуже, чем у девятки, всего лишь 36,9 узла. Это медленно. Вы не сможете догонять противников, быстро передвигаться по карте. Но есть таланты Джейсона Туманова, которые прибавят вам 10% к скорости, и он здесь необходим. Циркуляция 650 метров, перекладка руля 2,4 секунды, хорошие характеристики. Маскировка 6,7 километров в этом билде. Заметность чуть-чуть стала хуже по сравнению с девяткой, но для ГК эсминца все еще хороша. Аварийная команда, отличные ремонтные команды, устанавливающие огромное количество боеспособности в секунду. И благодаря чему этот эсминец прекрасно живет, потому что он будет хилиться и вновь идти в бой. Также 3 заряда ускорения перезарядки ГК. Увеличит вашу перезарядку на 33,3%, работает 16 секунд. И 2 заряда ускорения перезарядки торпед. Боевая инструкция, как и у пары. Светимся 35 секунд, получаем 1 заряд. Урон снарядов ГК увеличивается, урон торпед увеличивается на 10%, но дальность стрельбы и хода торпед уменьшается на 7,5%. Жмем для того, чтобы разменять дальность на урон. И это для данного эсминца фишка и полезно. Сборка у вас на экране. Здесь повторяем пару, раскачиваем наши пушки и перезарядку. Кэп, конечно, нужен Джейсон Туманов. У него 3 таланта будут работать. И билд как на паре. Отмечу, вы можете взять супердат вместо специалиста ГК ПВО, если хотите больше расходников и больше хилок. Собрали нового панамериканца. Давайте смотреть крутой бой и подведем итоги. Карта Горная цепь. Гонка вооружения.
Хороший сетапчик у противника, всего лишь один эсминец. Да еще и Янка, который меня торпедами не убьет. Я иду уверенно в центр, собирать бонусы. У нас 103 тысячи, аж 8 целей с Кальбера. И хоть и калибр у нас довольно-таки маленький, но как и девятка, мы способны выбивать цели из легких крейсеров. И при удачном заходе в борт Смоленску, Минотавру, Доляню, может быть, и так далее, эти корабли вы быстро отправите в порт за счет цели. А урон у нас большой. И в этом бою мы сделаем его под 5000 на эсминце, 10 уровень с калибром 113 мм. Убили немца, хоть и Мэклинвуд был в ПМК, но оно не особо опасно. Если по вам ведут большой фокус, вставайте носом. Компоновка лучше, чем у девятки. Сразу 4 ствола в носу. И как друид вы можете стрелять, не подставляя филейную проекцию. Идем в Мадрид, Сан-Мартин. Тоже с ними пофайтимся. И этот эсминец может навалять крейсерам. Он хорошо выхиливается и быстро разбивает ББшками. По Эспарте, честно говоря, в первый раз, когда я ее играл, мне она не особо понравилась. Но тогда и билд я собирал немножко неправильный. И не было Джейсона Туманова. Уникальный кэп по-американски значительно усилит данный эсминец. Дает ему плюс 10% к скорости, 200 попаданий. Выхиливает за нажатие боевых инструкций. И также увеличит урон ББшек, когда мы наносим 35% от ХП неприятеля. Файтимся с Мадридом и Сан-Мартином. Не самые опасные цели, потому что Сан-Мартин по нам сквозит. Мадрид стреляет отсечками 35-го калибра. Новый Эспарт, как видите, довольно-таки маленькая, маневренная, шустрая. Это, по сути, Ютланд британский. При этом мы можем очень быстро перекладывать орудия с борта на борт. Здесь поворот на 360, кормой отступая, быстро налево, и по нам вообще не попадают. 153 тысячи. Мадрид точно здесь не уходящий, по нему работают мои союзники, я... Скоро испанский крейсер отправится на дно. Я тоже получаю большой урон, но этот эсминец супер агрессивный и вообще не боится большинство противников. Я просто отхилюсь, тем более мы в гонке вооружения, у нас уже есть один плюсик. Так что моя боеспособность меня не напрягает. Ну и Спарта это какая эсминец, эсминец огневой поддержки, на нем нужно постоянно стрелять и набивать урон. Не забывайте, что боевая инструкция работает, когда вы светитесь, и 2-3 заряда можете смело нажимать. У вас изначально дальность стрельбы очень большая, 15 км с перком, она вам не нужна. А вот урон повысить это фишка, и вы обязаны это делать. Соответственно, поднимайте его, будет он уже свыше 3000, а это урон немецких эсминцев. А дальность станет километров 12-13, что также нормально. Как играть на его Спарте? Идите вперед, аккуратненько просветите крупные цели. Особо не файтесь с эсминцами в начале, потому что потеряете ХП, либо попадете на их торпеды. Отыграйте от островов и постоянно заливайте противников. Играйте как друид. Можете встать носом, стрелять постоянно, активируйте инструкции. И дальше противников становится меньше, но и дистанции боев сужаются, становятся ближе. Ты теряешь дальность, увеличишь урон. И, короче, вся эта инструкция равномерно работает по ходу боя. Конечно, можно подумать, зачем она нужна. Здесь могли бы изначально просто сделать больше урона, но меньше дальности стрельбы. Но разработчики, видимо, хотели, чтобы геймплейно люди светились, стреляли, не катались просто в инвизе и жали кнопочку. Тем более она как бы комбинируется с туманом и вас чуть отхиливает. Короче, разнообразили геймплей, но да, здесь он так натянут. И я все еще думаю, можно было просто увеличить, да, урон и подогнать характеристики под как бы готовую уже инструкцию. Однако 4 заряда это нечто иное, и вот как раз таки 4-й заряд боевой инструкции этот эсминец максимально будет раскрывать. То есть мы вместо огромной дальности получим маленькую, но с большим уроном. Пока что я не подхожу к островам, там все-таки Вустер и Сталинград с РЛСками. Играют дистанции, эсминчик прекрасно себя чувствует на расстоянии, потому что баллистика хорошая. Итак, Новый Спарта это мощный корабль, он так же, как и девятка, способен противостоять любым классам. Смотрите, по эсминцам мы даем урон, у нас
Взрыватель, как у Минотавра, 19 миллиметров он будет работать. И эсминцев вы быстро разорвете, тем более, когда получите урон за счет боевых инструкций, то сможете перебить большинство треугольников. А если бортом перед вами прокатится Хабаровск, то эсминцы точно не поздоровятся. Крейсера вы можете тоже набить ББшками, либо даже выбить циты. Но линкоры мягкие или в борт любые очень сильно страдают. Особенно Ямато, Мусаси и так далее. Единственный способ контрить ваши ББшки, конечно, вставать носом либо кормой, но не всегда это удается. В таком случае большинство кораблей теряет вес залпа, и приходится носом играть, либо они попадают под обстрел вашей команды и тоже закончится. По новой Спарте легко попасть, поэтому да, я рекомендую играть от естественных препятствий и постоянно в маневр. Но для того, чтобы уворачиваться, у нас есть и в этом билде залп. Арт-тревога, так называемая. Итак, идем 4 против 5. Причем у противника больше хилок, а у нас аж 2 взрывчатки. Это тот самый бой, где мы сделаем 5000 урона на ББшках. За счет чего? Смотрите, во-первых, мы его прокачали, урон в перках Кэпа. Во-вторых, мы набили уже 3 инструкции. Далее мы собрали 2 взрывчатки. Также талант Джейсона Туманова, который уже здесь работал несколько раз. Но это еще не предел. Мы получим 3-ю взрывчатку, еще пару талантов и 4-е прожатие боевых инструкций. В таком случае наш урон будет около 5000 на калибре 113 мм. Урон, который собственно со стоком Демойном. Урон, который гораздо выше, чем у немецких эсминцев. Но при этом мы стреляем раз в 2,5 секунды, что в несколько раз скорострельнее того же Демойна. Но мощь Демойна. И представьте, такой эсминец заходит вам в борт, который каждые 2,5 секунды наносит по 3,5, по 4000 урона. Ну, конечно, 5 это в определенных обстоятельствах, и набить будет это и повторить сложно. Но, тем не менее, 5000 здесь будет. Этот эсминец сильнее, чем панамериканские крейсера, потому что у того же Сан-Мартино не такая быстрая перезарядка, и взрыватель обычный, он сквозит по 19 мм. Новая Спарта за счет прожатия инструкций получит урон как у крейсера, но при этом он в 3 раза скорострельней крейсера. У него нет цитадели. Это, по сути, Минотавр без цитадели. А бедные Ямато, когда начинают разворачиваться бортом перед панамериканцем, получают по 20, 25, 30 тысяч урона в борт. Ты жмешь ускорение перед КГК и нашпиговываешь японца свинцом в 32 мм. Ну, как и Минотавр. Но мы меньше Минотавра. Маневренней, незаметней, ловче. И мы не лопаемся от ваншота линкора. Эсминец жестокий, я ему поставлю, пожалуй, ранг. Пожалуй, S. Конечно, он, наверное, не так сильно имбово ощущается, как его предшественник пара. Все-таки уровень выше, калибр меньше. Но он все еще хорош. Можно выступить в роли перехватчика эсминцев. И даже вообще поугарать, тащить его в торпеды, и будет перезарядка быстро. Ну, зачем-то надо. ББ геймплей. Это его короночка. Пишите в комментариях, что думаете по эсминцу. Многие вообще офигевали от того, что сделал Леста. Писали какая-то имба и так далее. И даже несколько игроков, после того, как я их убивал на новой Спарте, либо паре, мне писали какие-то оскорбления в порту. Ну, реально, я просто стирал эсминцев. Я убивал игроков, которые, ну, допустим, воюют уже в этой игре лет 5-7, но они просто такое не встречали. Это ранние доступы, и они не сталкивались с панамериканцами, а их ББшки просто уничтожают эсминцев за секунд 7. А с ускорением перед КГК это будет еще быстрее. И посмотрите обзор на пару, как я взорвал Ягера. Даже какой-нибудь Смоланд, Клибер, они не выстоят под панамериканцами, и ты будешь победителем. 231 тысяча, остаемся 3 в 4. Нужно добивать бустера. Тристалик, лол хп. Играю, опять же, я как друид, смотрите, да, не высовываюсь носиком, аккуратненько. Тем более у нас такая баллистика, она немножко навесная, острова мы перекидываем. Бустер по нам не может попасть. Мы живем. Все хилки отдал, все перезарядки отдал. Ну, опять же, проблема с живучестью здесь вообще отсутствует, потому что у нас офигенная хилка. За 4 хилки мы отхилим самого себя, и многие эсминцы вообще лишены хилок, либо она у них мелкая, а здесь хилка, ну, почти как у крейсера. Основной калибр, поддержка, 500 попаданий, вообще шикарные результаты, но мы будем стремиться к 300 тысяч.
Если сравнить с друидом Новой Спарту, то новый прокачанный панамериканец также превосходит эсминец Британии за очки исследования. Объясняю почему. Во-первых, у вас тупо больше орудий и урон выше за счет инструкций, чем у друида. При этом живучесть также лучше, потому что у вас лучше хилки. И есть торпеды, которыми все же можно покарать противника и нанести сразу большой разовый урон, чего лишен друид. Плюс вы точнее друида. И единственное, чем ответит эсминец Британии, это, пожалуй, наличием гапа и дымов. Дымы прикольные у него, но у вас чья-то хилка, которая как бы компенсирует дымы. Получается странная тенденция. Эсминец, который за очки исследования его долго открывать и долго фармить этот ресурс, будет хуже, чем далее прокачиваемая десятка Пан-Америки. Это абсолютно не слабые эсминцы, если вы смотрели у кого-то ролики, и там люди не смогли выйти корабли, это их проблемы, но это зверские машинки, способные в боях на многое. Итак, 3 в Коломбо, но сейчас он бьет Курфюрста, и я пойду топить линкор Британии. Понимаю, что это последняя цель. Мне вообще уже не нужна дальность, поэтому я жму последнюю боевую инструкцию. Получаем дальность около 10 километров, и торпеды там будут идти на 8. Но вот к этому моменту у меня урон бронебойного снаряда 4997. На эсминце с калибром 113 мм урон тяжелого крейсера с калибром 203. Я в шоке. И такая машина выйдет сейчас в Коломбо и будет его топить. Я все же решаю сыграть чуть более аккуратно. Мы и так победили. У нас есть живой Йода. Даже потеря Новой Спарты не приведет команду к поражению. Но все же, может, я боялся, может быть, переоценил Коломбо. Но вдруг он выйдет и даст меня 2 раза с тем залпом 16 стволов, потопит ваншотом. Поэтому я решил максимально сблизиться с островом, чтобы сблизиться и срезать дистанцию с Коломбо и заблокировать его торпедами. Опять же, торпед мало, но сейчас апнут урон максимально. Мы еще в гонке, там урон под 20 тысяч. Мы еще можем дать сразу 6 торпед за счет ускорения перезарядки и потопить итальянца. Пушить Спарту очень сложно. Из альготов ты, допустим, на крейсере идешь, пытаешься убить, пока развернешь, он тебя нафигачит ПБшками, может и циты выбить, а далее скинуть торпед, либо затаранить. То есть в любом случае этот эсминец за островом, он прям как разменная монета, как заряженная собака, готовая сожрать. Вот итальянец, играет он, да, не особо. Чуть-чуть я здесь зафейлил, сначала выключил ПВО, чтобы он меня не спалил авиаударом, но он даже его не использует, а отправит авиаудар на то, чтобы сбить мои торпедки. 5000, ребят, пошло в борт. Вот, включаю ПВО, но чуть поздно, чтобы сбить эти авиаудары. Остается буквально 50 секунд до конца боя. Вопрос, делаем ли мы 30 тысяч, убьем ли Коломбо. Опять же, я как-то здесь его боюсь. Пересматриваю, не надо было. Просто шел бы носом дальше в итальянца, и точно он бы меня не убил. Тем более, он не такой прям и меткий. 16 стволов у него жестко дробит. Носом я бы его точно пережил. Ну ладно. В любом случае, 287 тысяч. Идем к 300. Всего лишь на 1000 он меня попал. Да, очень мало. И сейчас мы в него работаем с уроном Демойна каждые 2 секунды. Каждые 2 секунды 5000. Вы представляете, что это такое, что сделали разработчики? Жесть, ребята. Эти эсминцы, правда, сильны. Просто нужно их раскрыть и понять. Жмите инструкции смело, 3-2 заряда. Раскрывайте, у вас урон станет больше, чем у крейсеров. И ждите обзор на 11 уровень. Тоже будет интересно. Спасибо за просмотр. Прокачивайте панамериканцев. С вами был Джонни. Удачи, побед. Всем пока.